Добрый день, друзья! Как многие из вас знают, 29 апреля произошел вооруженный конфликт на границе Республики Таджикистан и Республики Киргизия. Конфликт уже урегулировали, все нормально, никакой стрельбы, никаких боевых действий не ведется. Но теперь выясняется, что здесь, на территории России, возникают люди, которые призывают к каким-то конфликтам, к дракам, к каким-то там, не знаю, противостояниям, что абсолютно недопустимо. Первое, что если такие люди выявятся, сразу, соответственно, это депортация с пожизненным въездом. Поэтому просим вас, если вдруг такие провокации вы где-то слышите, что кто-то приглашает вас там куда-то собраться толпой и пойти что-то там доказывать, кому-то опять же, то всех вас депортируют. И самое главное, это еще может быть признано уголовным составом, можете сесть в тюрьму. И второе, что я хотел сказать, это если вы вдруг слышите, что кто-то призывает к подобным действиям, сразу же сообщайте нам. Я понимаю, многие из вас боятся звонить в МВД, ФСБ. Звоните нам в колл-центр, говорите там-то и там-то. Соответственно, формируется какая-то группа для, опять же, какого-то конфликта. Это абсолютно недопустимо. Ни в коем случае подобные вещи не должны происходить на территории Российской Федерации из-за того, что где-то вовне произошел небольшой конфликт. Я думаю, что максимально быстро дипломаты обеих стран все разрешат окончательно, но сейчас очень важно всем своим друзьям, всем своим знакомым сказать, что ни в какие подобные конфликты вы вмешиваться не должны. Дорогие друзья, мои киргизские друзья, братья, я хотел бы воспользоваться этим случаем, сказать несколько слов на русском языке. Сейчас у меня онлайн беседа с моими земляками, с таджиками. Я уже высказал свою точку зрения, что мы думаем, какие у нас предложения, как мы видим ситуацию и какие выходы, на наш взгляд, есть из этой ситуации. И я хотел коротко об этом рассказать на русском языке. И очень надеюсь, что это поможет хоть немного разрулить эту сложную ситуацию, в которой мы все находимся. Я очень сожалею, также сожалеют миллионы таджики в эти священные дни Рамазана, что случилось это несчастье, и между таджиками и киргизами на границе случилось кровопролитие, и есть уже погибшие, есть с обоих сторон, и это вызывает наше большое сожаление. Пользуясь случаем, я выражаю мое соболезнование всем семьям погибших, как со стороны таджикской стороны, так и со стороны Киргизстана. Я думаю, что тут нет ни малейшей вины ни таджикского, ни киргизского народа. Это вина политиков, это вина дипломатов, которые не смогли решать приграничные вопросы до этого дня, не хотели решать. Они оставили это на потом. Каждая сторона занималась популизмом, каждая сторона хотела получить свою личную или групповую выгоду. Я уверен, что если бы они захотели решать эти вопросы до этого конфликта, они бы этого сделали давно. Но каждая сторона видела в этом свою выгоду и хотела использовать свою пользу. Я не хочу сейчас говорить о таджикским властям, мы уже об этом говорили, тем более это не то место для наших внутренних разборок. Вы сами знаете, что какая ситуация у нас в Таджикистане, в какой ситуации находится таджикский народ, у вас какая ситуация, и, естественно, Таджикистан находится в более сложной ситуации, как в экономическом плане, так и в политическом. Но сейчас разговор не о этом. Сейчас мы должны думать, как способствовать тому, чтобы этот конфликт как можно скорее решался, причем решался мирным путем, через переговоры, через дипломатические каналы, а не на поле боя. Вы уже в курсе, что таджикский народ может ответить, уже ответил, и, к сожалению, ответил иногда жестко, потому что долгие годы жители Воруха, жители Чоркуха, жители Ходжай-Ало и других приграничных поселений, поселки, селения, они были в очень сложных ситуациях. С одной стороны,
давления таджикских властей, они всегда находились под прессингом. С другой стороны, та сложная ситуация, которая возникла на границе, это их дом, это их родина. Они жили и живут и будут жить в своих домах. Я очень сожалею, что ответ или реакция таджикской стороны, таджикских граждан был где-то в каких-то случаях довольно жестким. Я только что на таджикском языке сказал, чтобы эти случаи они не должны повторяться. Мы должны вернуться к той добрососедстве, к той атмосфере, которой всегда мы жили в этом регионе, не только в Баткенской области или в Исфарийском районе, в Бободжон-Гафуровском районе, а также у нас есть приграничные районы в Жиргатале, в Бадахшане. И таджикский народ, киргизский народ испокон веков живут бок о бок и рядом друг с другом. У нас общая история, общая культура, общая религия. Таджикский народ никогда не забудет. Я лично, мои сторонники, все, кто пережил гражданскую войну, никогда не забудут те дни, когда межтаджикские переговоры проходили в Бишкеке, когда киргизский народ приютил у себя тысячи таджиков в самые сложные дни. Когда Аскар Акаев, тогдашний президент Киргизии, в те дни, когда в Бишкеке проходили межтаджикские переговоры, я был там, я присутствовал, я видел своими глазами, ушла из жизни его мать. Он сказал, что пока таджики не будут подписывать политический протокол, я не дам согласия на похороны моей матери. Он не участвовал на похороне своей матери, пока таджики не закончат переговоры. Настолько для него, для киргизских властей, для киргизского народа был важным мирные таджикские переговоры. Мы этого никогда не забудем и не должны забывать. Но политика делает свое дело. Сейчас политики, наши, ваши политики, они довели дело до того, что два братских народов с оружием в руках находятся друг против друга, убивают друг друга. Из-за земли, из-за воды, из-за несколько километров, а может быть даже сотни метров нерешенных приграничных территорий. Я думаю, что это вызывает и сожаление, и грусть, и это говорит о том, что мы где-то не доработали. Я понимаю, почему с нашей стороны такая резкая реакция, потому что наше правительство довело дело до такой ситуации, когда гражданское общество, оно уже практически не существует. Духовенство, оно занимается не тем, что должен заниматься. Интеллигенция наша уже давно молчит. Политическая оппозиция не существует. Все решает Рахмон и одна маленькая группа.